Так, всем доброго времени суток. Что мы делаем? Мы пытаемся понять, как сделать действительно автономный ИИ, который разрабатывает код вместо нас, пока мы гуляем, отдыхаем, спим или работаем на работе, чтобы он трудился. Значит, здесь SEO у нас ZAI через Геркулес агента подключен. И здесь сердцебиение, вот здесь вот шестереночка. Мы находимся в Paperclip. Поднят сервак. Ну, вы можете плейлисты посмотреть на канале. Вот и здесь Disable таймер отключить, чтобы он включался сам каждые 4 часа. Или включить. Ну вот я нажал просто Enable, и он появился здесь как активный, и он будет загружаться. Задачи выполнялись какое-то время, и у нас в входящих в сообщениях есть какие-то результаты. Здесь я попытался попросить его нанять специального агента, который будет выискивать CSS-селекторы и HTML-селекторы. Он не нанял никакого специалиста нового. Да, зрители, подписчики попросили, чтобы я был громче, накрутить настройки. Голос сейчас может быть чуть-чуть хуже, но громче. Вот. Так что стараюсь идти навстречу, читаю комментарии, реагирую. Так. Аудит. Комплит. Аудит. Он делал аудит. Мне надо, чтобы он задачи выполнил. Он делал аудиты. Пишем на английском языке. Из-за того, что на русском он что-то меняет и делает не так. Все ли сломается, если я здесь на русском напишу? Нанял ли ты агента, который будет это делать? Собраны ли по непереведенным словам? Ну, давайте закопируем отсюда. Чтобы было понятно, что это цитата. Тут сочетание клавиш не работает, потому что это удаленный компьютер. Так, ну отправим, посмотрим, что там будет. Давайте глянем в кодовую базу. Он сделал вот этот только файл. В этом файле просто перечислены страницы. И особо ничего не сделано. Задача помечена как выполненная, в то время как агент не нанят и работа не выполнена. Хорошо. Ну как, плохо. Так, перезапускать тестировщика, пока не будет отчета о том, ну, нету тестировщика, поэтому
некого перезапускать. Round 2 additional string md. Я не вижу такого файла. Переобновим. Такого файла нету. Такой файл вижу. Вот он. Да, без сочетания клавиш, конечно, сложнее работать. Такого файла в проекте. А, он еще и не скопировал это, потому что я комбинацией. Ну ничего, будет наглядней. Он еще и не удаляет, да? Такого файла в проекте нету. Смотрю в... Ну, сейчас я ему просто скопирую, если оно скопируется. Нет, не скопировалось. Так, копировать путь. Где тут? Copy-pass. Абсолютный скопировать. И вставить. И отправить ему. Так, тут сердцебиение запустилось. А здесь он думает над задачей. И что там? Лимиты? Или что? Что дан? Нанял ли ты агента, который будет это делать? Я апдейтед эту задачу как выполненная. Но не было ведь такого. У меня и запись ведется, и свидетели есть, и я не отмечал эту задачу как выполненную. Давайте еще раз скопируем его и вставим это. И пойдем в остальные задачи, которые выполняются. Права у него есть. Создавать новых агентов. И назначать задачи тоже есть. Так, вот это вот меня волнует чуть-чуть. Что такое? Нужно ли тут, чтобы именно так было?
Тут не работают эти. Что это? Параметры тайм-аута процесса. Секунды ожидания после отправки сигнала прерывания, прежде чем принудительно завершить предпроцесс. Период мягкого завершения здесь стоит 15 секунд. При остановке Может, 15 секунд не должно стоять, может быть, мы должны поставить 0? И сохранить. Пусть выполняется столько, сколько надо. Задача без прерывания. Может, тут как-то оно оборвалось? Ну, в общем, тест такой, что оставил я компанию без людей. Ну, получается, до конца даже не был создан первый агент. Поэтому даже я не могу сказать, работает ли автономность. Логика должна была быть такая, что он создает агента, поручает ему задачу, агент выполняет, возвращает какой-то результат и обращается к гендиру нашему. Гендир реагирует на это сообщение, активируется этим ответом, что-то отвечает агенту, агент что-то делает, что-то отвечает гендиру, и гендир что-то отвечает. Ну, то есть вот так вот они должны вот обмениваться сообщениями в теории. Я специально не хочу сюда подключать клауды. Я хочу вот, чтобы именно ZAI показал себя. То есть здесь используется только ZAI. Вот конфигурация. То, что мы напилили, связка с Hermes внутри. Обертка наша. API ключи, чтобы все работало. И я хочу, чтобы он понимал меня, что мне надо и что я хочу. Сердцебиение каждые 4 часа. Уменьшить интервал. Найди, возможно ли это. Дай ответ. Куда тыкать? Я не нашел. Так, UI-агента, шестеренка, настройки агента, вкладка Heartbeat, там поле интервала. Но я не вижу там ничего такого. Пока он тут думает, мы попробуем сердцебиение настроить. Вот, запустить его. SEO Run Time Out. Ну, тут ничего и не было выполняться. То есть он попытался выполнить третью задачу, и у него не сильно получилось. 6 минут назад. Тайм-аут. А что тайм-аут? Run timeout. Я думаю, вот эти как раз настройки, которые я поменял, они должны
убрать тайм-аут. Вот здесь вот то, что я 0 поставил и сохранил. Может быть, до этого все было настроено. Окей, мы находимся здесь, внутри CEO. Я не вижу здесь никаких шестеренок, где что-то. Configuration, окей, вижу какие-то настройки. Патч. Давайте ему просто сохраним. Тут сочетание не работает. Ctrl-P. Как же это? Что тут надо сделать? Распечатать. И сохранить как PDF. Так, а тут обрезается. Неполноценно все сохраняется. Это не репрезентативно. Всего лишь одна страничка сохраняется. Я хотел сразу все ему закинуть сюда. Агент, шестеренка, настройки агента. Ну, нету шестеренки никакой, так что... Runtime config агента. Heartbeat true. Вот такая вот штука я помню. Это инструкция. То, что он написал. Heartbeat, soul, tools, heartbeat. Нет, ну тут пишется просто текст какой-то, то есть это MD-файлы. Запуски, конфигурация, дэшборд. Ну, короче, галлюцинируют, ничего такого нету тут. Что с нашими задачами? Нанимать думает какого-то специалиста. Во всяком случае, уже не сказано, что я отметил задачу как готовую. То есть он что-то пытается выполнять. Давайте глянем. Она остановлена. To-do, но не выполняется. А почему она не взята в работу? Тут пишется «выполняется». Заходим внутрь, и она to-do вместо in progress. То есть она не взята в работу. Заходим сюда, и здесь она отмечена как готова. А здесь отмечено как происходит выполнение задачи. Медленно. Очень медленно. Давайте посмотрим, что там нам пишет обертка наша. Внутри обертки мы видим, что там... Хотя мы из самого paperclip можем посмотреть. Таймер, что за таймер?
Ну, то есть он нашел нужную сессию, обратился сюда и пытается в рамках задачи что-то сделать. Выполняет. А что у нас в кодовой базе? Ничего не поменялось. В нашей папке temp. Ну, давайте закоммитимся. То есть зальем просто этот файл. Add. Как мы его тут... Копировать. Вставляем и помечаем, что это ZAI. Делает. Мы сохранили этот код. И теперь мы будем смотреть, по факту, сделает ли он что-то. Ну, хоть одну точечку там добавит, там какую-то строчку или еще что-то. Потому что сейчас, ну, получается, что он ничего не сделал. Агента не нанимает. Хотя задача нанять браузерного агента. Но здесь сюда не прилетало никакого сообщения о том, что вот нанимаем. Окей. Пусть думает. Мы уже активные действия какие-то выполнили. Ну, вернемся через какое-то количество часов. Все, всем благ. Если нравится контент, пожалуйста, ставьте палец вверх, пожалуйста, подписывайтесь. Всем благ, финансового вам благополучия. В принципе, я решил дозаписать. Я сюда вернулся, ну и посмотреть там, что и как происходит. И увидел вот такой вот плюсик. Ну, то есть, если гора не идет к Магомету, да, вот тут вот есть плюсик, добавить агента, и попросить гендира нанять агента. Create new agent. И здесь мы напишем... Ну, это же наше сообщение, которое мы писали. Так, мы не это писали, нам надо первое. Ну да, вроде бы все правильно, мы пишем там, что агент. Правильные слова используем. Priority. Наверное, critical. То есть в первую очередь только это должно быть сделано. И SEO у нас ответственный. Ну, что-то оно там крутится. Я так понимаю, что сейчас уже с пинка гендир наймет уже новую сущность, чтобы здесь появился новый агент. И тогда уже, ну, хоть какая-то... они друг друга будут просыпать, пока не закончатся лимиты. А потом по сердцебиению гендир проснется и начнет просыпать субагента каждые 4 часа. Почему 4 часа? В клауде лимиты каждые 4 часа, поэтому есть смысл перепросыпаться каждые 4 часа. Я думаю, это зашито под
Anthropic Cloud Code и не оптимизировано там. Ну, я не увидел настроек, где это делать. Там, где мне ишка говорит, это все можно настраивать, я не вижу, чтобы это можно было настраивать. Это запустить, это я знаю. То есть, если я нажму эту кнопку, это не будет какая-то настройка. Это будет просто запуск его принудительный. Ну да. А вот, в общем, добавили мы сюда задачу попросить нанять. И вот теперь раздумывают. Все хорошо, такая маленькая добавочка. Все, создавайте проекты-миллиардники финансового благополучия.